Масштабные наводнения в Италии, Мексике, России и Японии. В США десятки контейнеров сорвались с судна и рухнули в воду, а в Непале пожар в крупнейшем отеле Катманду и массовые беспорядки оставили столицу в огне и руинах. Это лишь часть драматических событий, потрясших мир за последние сутки. Подробности в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! В Буйнакске прошел сильный ливень, который за несколько часов принес более половины месячной нормы осадков. Уровень воды на центральных улицах достигал 30-40 сантиметров, а в некоторых местах машины оказались затоплены до капотов. Местами потоки воды даже сносили автомобили, а пешеходы с трудом передвигались по затопленным дорогам. Причиной критической ситуации стало переполнение ливневой канализации, не справившейся с объемом осадков. Метеорологи предупреждают о продолжении непогоды до 12 сентября с возможными ливнями, грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. В горных районах республики существует риск схода селей. Коммунальные службы работают над расчисткой ливневой канализации и откачкой воды. В Краснодарском крае вчера прошли несколько смерчей над Черным морем. По информации Краснодарского гидрометцентра, вихри образовались в районе Туапсе, включая прибрежный поселок Шеепсе. Их появление связано с неустойчивой атмосферой, вызванной сочетанием сильных ливней, гроз и шквалистого ветра. Метеорологи предупреждали о риске формирования смерчей над акваторией Черного моря, что и подтвердилось. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Вихри прошли над морем и не вышли на сушу. В порту Лонг-Бич, одном из крупнейших грузовых портов США, около 67 грузовых контейнеров соскользнули с борта судна «Миссисипи» и упали в воду у причала. Инцидент произошел утром 9 сентября вскоре после прибытия португальского контейнеровоза «Миссисипи» из Шэньчжэня. Судно внезапно накренилось, что привело к обрушению контейнеров. Около 20 контейнеров упали в воду, еще 50 обрушились на палубу, несколько контейнеров повредили пришвартованную рядом баржу «Стах-2». Еще несколько разбились, и их содержимое, включая одежду и обувь, оказалось в воде. По предварительным данным, никто не пострадал, грузовые операции на пирсе были временно приостановлены, власти проводят расследование причин аварии. Курортный город Бибиони, расположенный в итальянской провинции Венеция, оказался под водой из-за сильных ливней, обрушившихся на регион. По данным итальянских метеорологических служб, ливни начались в ночь на 10 сентября и продолжались весь день, принеся до 100 мм осадков за несколько часов. Бибиони, расположенный на побережье Адриатического моря, оказался особенно уязвим из-за своей низменной местности и близости к лагуне Венеции. Улицы города, набережные и пляжные зоны были затоплены. Сообщается о подтоплении отелей, ресторанов и магазинов, что вызвало временное прекращение работы части туристической инфраструктуры. Основные подъезды к Бибиони оказались затоплены, это привело к пробкам и временной изоляции некоторых районов. Местные автобусные маршруты были приостановлены. Мэрия Бибиони и региональные власти Венеции мобилизовали коммунальные службы и подразделения гражданской защиты для ликвидации последствий стихии. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Масштабный прорыв водопровода в акведуке Флорида-Агуахи на бульваре Диас-Ордос в Тихуане, в Мексике, вызвал транспортный хаос, затопление дорог и отключение водоснабжения в нескольких районах города и соседнего Росарита. Инцидент произошел утром 9 сентября в районе Террасас де ла Преса. Прорыв трубы диаметром 137 см в акведуке
построенном в 1982 году, привел к мощному выбросу воды, достигавшему 10 метров в высоту. В результате образовался провал размером 15 метров в длину и 4 метра в глубину. 4 автомобиля получили повреждения. Поток воды также повредил воздушные линии электропередач, вызвав кратковременные перебои с электричеством. Власти сообщили, что восстановление водоснабжения займет 36 часов на ремонт и еще 36 часов на стабилизацию системы. На это время в пострадавших районах была организована раздача воды местным жителям через автоцистерны. Директор комиссии государственных услуг Тихуаны сообщил, что срок службы трубы истек еще в 2002 году и требуется ее полная замена для предотвращения подобных инцидентов, но финансирование пока недоступно. 10 сентября движение через многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на трассе Мцхета-Степансмин-до-Ларс было полностью перекрыто из-за схода оползня на 109-м километре. Масса грунта, вызванная сильными осадками, заблокировала дорогу. Департамент автомобильных дорог Грузии оперативно начал расчистку завалов, задействовав тяжелую технику. Еще вчера работы по расчистке были завершены, и движение для всех видов транспорта было восстановлено. Ограничения, связанные с угрозой дальнейших оползней, сняты, но власти продолжают мониторинг состояния трассы из-за неблагоприятного прогноза погоды. Город Ла-Пиедад в мексиканском штате Мичоакан оказался под водой после мощного ливня, который принес 75 мм осадков всего за 30 минут. По данным Национальной метеорологической службы Мексики, ливень сопровождался сильным ветром и грозой. Объем осадков составил почти половину месячной нормы для региона. Это привело к переполнению реки Лерма и местных ливневых систем. Центральные улицы Ла-Пиедада, включая авеню Адольфо Лопес Матеас, и находившиеся там автомобили, ушли под воду. В некоторых районах уровень воды достигал 50-70 сантиметров. Наводнение затронуло жилые кварталы, а также коммерческие зоны, серьезно пострадали от воды магазины и склады. Местные жители сообщают о затоплении первых этажей и повреждении имущества. Муниципальные власти совместно с гражданской защитой Мичоакана начали ликвидацию последствий стихии. Для эвакуированных жителей организованы временные убежища, а также раздача воды и продуктов. В Вуд-Бридже, в штате Нью-Джерси, утром 9 сентября на дороге внезапно появилась трещина длиной около 400 метров, которая разорвала дорожное полотно трассы 440 в районе Смит-Роуд. Разлом был настолько значительным, что движение по обеим сторонам шоссе было немедленно приостановлено. Разрыв затронул не только дорожное покрытие, но и прилегающие территории. В качестве меры предосторожности 18 семей из близлежащих домов были временно эвакуированы, пока инженеры и геологи проводят обследование. На данный момент данных о жертвах или повреждениях зданий нет, но власти предупреждают, что восстановление дороги может занять значительное время. Точные причины образования трещины пока неизвестны. Специалисты предполагают, что разлом мог быть вызван комбинацией факторов: нестабильные глинистые почвы, высокий уровень грунтовых вод, интенсивная нагрузка на дорогу и обильные осадки, прошедшие в последнее время в регионе. «9 сентября в столице страны вспыхнул крупный пожар в отеле «Хилтон Катманду», самом высоком гостиничном комплексе Непала. По данным пожарной службы Катманду, здание получило серьезные повреждения, большая часть имущества оказалась уничтожена. Пожар произошел на фоне продолжающихся протестных акций, начавшихся 8 сентября после введения правительством ряда ограничений, в том числе на использование некоторых социальных сетей. Сообщается, что в ходе демонстрации были повреждены и другие здания в столице, включая парламент, Верховный суд, резиденцию президента и здание Министерства здравоохранения. Особенно сильный ущерб был нанесен историческому дворцу Сингха-Дурбар, памятнику архитектуры начала XX века, в котором в разное время размещались парламент, правительственные учреждения, а также штаб-квартиры национального радио и телевидения.
Это был крупнейший дворец во всей Азии, в котором было более 1700 комнат. По информации издания India Today, в результате беспорядков пострадало более 1000 человек. СМИ также сообщают о жертвах, число которых уточняется. На горнолыжном курорте Шимбулак в Алматы произошла аварийная остановка канатной дороги Комби-2 на высоте 3200 метров над уровнем моря. Спасатели МЧС Казахстана и сотрудники курорта оперативно эвакуировали 21 человека из застрявших кабин с помощью альпинистского снаряжения и более 100 гостей с Талгарского перевала с использованием транспортных средств курорта и другой канатной дороги. Пострадавших нет, но канатная дорога временно выведена из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Город Номата в японской префектуре Гума накрыли проливные дожди, вызвавшие сильное наводнение и переполнение рек, что привело к затоплению низменных районов. Движение по некоторым дорогам в Номате приостановлено, поезда и автобусы в префектуре работают с задержками. Местные власти Номаты и префектуры Гума объявили режим чрезвычайной ситуации. Спасательные команды из Токио и соседних регионов направлены для помощи в откачке воды. Мощные грозовые штормы с гигантским градом обрушились на города Умальбуаги и Мерсек на востоке Алжира. В отдельных районах выпал град, размеры которого превышали 10 сантиметров в диаметре. Непогода нанесла серьезный урон сельскохозяйственному сектору, пострадали фруктовые сады и зерновые культуры. Стихия также повредила десятки автомобилей и сотни строений, отмечаются массовые повреждения крыш зданий и навесов. Министерство внутренних дел Алжира направило спасательные бригады для оказания помощи пострадавшим районам. Трое военнослужащих индийской армии погибли в результате внезапного схода лавины на базовый лагерь ледника Сиачен в Ладакхе, расположенного в горной системе Каракарум в Гималаях. Инцидент произошел 9 сентября на высоте около 3650 метров, где температура может опускаться до минус 50 градусов, а лавины представляют постоянную угрозу для военных постов. По данным индийской армии, спасательная операция была запущена немедленно и длилась около 5 часов. Одного военного удалось спасти, он был эвакуирован вертолетом в военный госпиталь. Портовый город Чжэнцзян на юге провинции Гуандун пострадал от торнадо. Сильные ветры, сопровождавшиеся ливнями и градом, повредили здания, линии электропередач и транспортные средства. По предварительным оценкам, торнадо мог достигать категории EF1 и EF2. Пострадали жилые дома, зафиксированы повреждения крыш и фасадов зданий. Движение на некоторых дорогах было затруднено из-за упавших деревьев и обломков. Порт Чжэнцзяна временно приостановил некоторые операции. Ущерб нанесен также сельскохозяйственным угодьям, пострадали банановые плантации и рисовые поля. В подмосковном поселке Некрасовский вчера вспыхнул крупный пожар на складе готовой продукции. По предварительным данным МЧС, возгорание началось около полудня в мебельном складе или помещении с пластиковой продукцией и сантехникой, что способствовало быстрому распространению огня. Дым от пожара был виден из аэропорта Шереметьево, расположенного в 40 километрах от поселка. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составила около 12 тысяч квадратных метров. Склад почти полностью обрушился, огонь угрожал и соседним зданиям, включая конюшни конного парка отеля «Максима Парк». В день пожара здесь проходил чемпионат России по выездке, который был приостановлен.
К вечеру открытое горение было ликвидировано, но пожарные в течение нескольких часов продолжали проливку конструкций. Всего к тушению привлекли 150 человек и 40 единиц техники. Сообщается, что обошлось без пострадавших, все сотрудники склада были заблаговременно эвакуированы. Причины возгорания уточняются, прокуратура Московской области контролирует расследование, проводится пожарно-техническая экспертиза. Еще один масштабный пожар вспыхнул вчера на складе строительных материалов и автозапчастей в промышленной зоне Владивостока, в здании, где размещались склады мебели, пластиковых труб, сантехники и топлива. По данным МЧС России по Приморскому краю, огонь стремительно распространился из-за горючих материалов. Дым от пожара был виден даже из отдаленных кварталов Владивостока. Через 7 минут после вызова на место прибыли первые пожарные расчеты. Всего к тушению привлекли 45 специалистов и 11 единиц техники. К вечеру огонь локализовали, к ночи он был полностью потушен. В результате пожара один человек погиб, его вынесли из склада, и, несмотря на реанимационные меры в течение 20 минут, спасти его не удалось. Еще 2 пострадали от ожогов и отравления продуктами горения. Прокуратура Приморского края взяла инцидент под контроль. Проводится проверка по факту пожара для установления его причин и обстоятельств. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.